Бывают места, в которых жизнь течет иначе. Места, в которые приезжаешь, чтобы открыть новую грань себя и обрести что-то ценное. Для нас со Стасом таким местом стал африканский остров Маврикий. Остров контрастов, остров испытаний, остров неожиданных открытий и приключений. В этом выпуске мы покажем вам Маврикий не такой, какой многие его привыкли видеть. Этот выпуск про другой Маврикий. Такой, каким его видят люди, живущие и любящие это, святое для них место. Удалось ли нам прочувствовать его так, как они изнутри? Об этом и будет этот выпуск. Для начала о прозаичном. Чтобы попасть сюда, мы пересекли парочку морей, не спали 2 суток, заполнили несколько анкет, пролетели аж 9000 километров. И если честно, я ничего не знала о нем, но многое из того, что есть на острове, и мне, и вам будет знакомо. Своей популярностью Маврикий обязан сахарному тростнику, которого здесь так же много, как пингвинов в Антарктиде, и вот этому месту. Признаюсь, я думала, что это чистый фотошоп или проделки айтишников с искусственным интеллектом, но оказалось, что картинка эта настоящая. Перед вами нет не Пандора из Аватара, а легендарный Леморн-Брабант, подводный водопад Маврикия, который в зависимости от времени дня и погоды меняет цвет воды. Увидеть этот водопад ни с берега, ни с лодки, ни с пассажирского самолета не получится. Так получилось, что рассмотреть его можно только с высоты около 500 метров. И нам в этом помог наш дрон. На самом деле вся эта красота — это оптическая иллюзия, автор которой сама природа. И если вдруг вы художник, чтобы создать такое, вам понадобятся перепады высот, мощные течения, ил и дно, усыпанное коралловыми рифами. Ну и, конечно, солнце. Вуаля, шедевр готов. Чтобы снять эти кадры, мы приезжали сюда 3 раза, потому что был сильный ветер, настолько сильный, что мы не могли поднять дрон в небо. Именно из-за этого ветра здесь так популярен кайтсерфинг. Серферы — это вторая после тростника известная местная достопримечательность. Едут сюда ловить ветер со всего мира. Кайтсерфинг — самый известный спорт Маврикия. Если вы как раз про это, тогда вам здесь понравится. В наши дни пребывания здесь были максимально сильные ветра, идеальные для этого вида спорта. И я рада, что положу в чемодан ветронепродуваемую одежду. В один из таких съемочных дней нам пришлось греться в машине, вылазить из которой вот никак вообще не хотелось. В этот день остров познакомил нас с местными жителями ближе, которые, кстати, отжали у нас машину и все варианты сладостей и конфет. Тут у нас мелочь пузатая завелась. You can go, okay? You can drive. Мыс Леморн известен не только кайтсерфингом и люксовыми отелями, в которых мы в итоге так и не жили. Леморн — это полуостров, на котором есть знаковая для местных жителей гора — Леморн. Она так и называется. Гора — это символ сопротивления рабству, и она служила убежищем для тех, кому удалось убежать. Да, Маврикий — остров бывших рабов. Когда-то он был необитаемым, пока сюда в X веке не добрались голландцы. Кстати, именно голландцы дали название острову в честь их принца Мориса, по латинской форме его имени — Мауришиус. Ребята пытались как-то развивать это место, но у них ничего не получилось. Но след свой они все-таки здесь оставили. Если приглядеться, то можно увидеть, что деревья в местном лесу живые. Да, они шевелятся. Смотрите внимательнее. Вот эти крабовые мартышки — это не местный вид. Их сюда привезли как домашних питомцев голландцы. Они прижились здесь и чувствуют себя, вообще как дома. Малыш, ты какой красивый. Ай. С 1735 года Маврикий переходит во владение Франции, и это ответ на вопрос, почему наши новые знакомые, Анна и Йон, говорили с нами на французском языке. Кроме языка, французы завезли на остров кофе.
Но с 1810 года остров перешел под английскую корону. Англичане сажают здесь плантации чая и сахарного тростника. А еще добавляет экстрима нам с вами, путешествующим в современное время. Как? Движение здесь праворульное, и местами без валерьянки и молитв в первые дни нам со Стасом было непросто, вообще никак. А еще мы путались со Стасом, кто куда в итоге садится. То я направо, то Стас налево, и так по очереди. В общем, смена шаблонов и привычек вам тут гарантирована. А, не в ту сторону идешь. Это ты не в ту сторону. В 1835 году рабство на Маврикии, слава богу, отменили. После его отмены англичане приглашают на остров рабочих из Индии. Поэтому посреди африканского острова вырос храм, наверное, самый известный здесь. Это Ганга-Талао, самое святое и атмосферное место на острове для местных индусов. Название храма переводится как «Озеро Ганга». Куполы храма символизируют космос. Индусы верят, что это озеро обладает магической исцелительной силой, и что оно может очистить грехи всего человечества. Здесь, кстати, проводят религиозные обряды, молитвы и всякие праздники. Мы заставили парочку из них, и один из них был очень длинный, праздник Ганеши, который шел здесь целую неделю. И чтобы снять вот эти кадры, нам пришлось вставать аж в 5 утра. Мы сейчас заезжаем на территорию индуистского храма. Сейчас будем искать место, где запарковаться, откуда можно хорошо полетать. Кстати, высота этих статуй аж 33 метра. В деревне 33 метра, представляете? Оказывается, эти статуи – подарок от Индии народу Маврикия. И да, еще есть интересная легенда, что одному местному хинду, жившему в соседнем селе, во сне приснился Шива и приказал ему построить храм на берегу этого озера. Поэтому мы с вами видим этот храм. И вдобавок к нему здесь построили божественные дороги, наверное, самые божественные аж на всем острове. Дороги здесь — это, кстати, целая песня. Есть такие, вот такие и даже вот такие, с чайными плантациями, с пальмами, с фикусами, в общем, на любой вкус. Первые дни на Маврикии водить для нас со Стасом было стрессово и кровавольно. А потом Стас вспомнил свой опыт вождения в Киеве, и дело пошло гладко. Стас, расскажи, пожалуйста, что ты сделаешь первым делом, когда мы вернемся домой в Германию? Я поцелую свой Мерседес, я ему соскучился. Не, на самом деле нормально, вкусно поем, подышу чистым воздухом и отдохну. Да, а я, наверное, выпью литр воды. Обязательно схожу в Lidl, накуплюсь сельдерея. Вот, ну и отдохну от дорог, да. Пешком буду ходить, много ходить пешком, потому что колебала ездить. Ребята, мы тут сколько километров накручиваем, если посчитать. Ну да, каждый день по пару сотен точно. Каждый день. И Маврикий — это остров дорог, вот как в США, прям даже... Но все равно хорошо, что мы машину взяли. Без машины здесь на общественном транспорте не вариант. Я сначала переживал, что праворульная, как с ней разобраться, но ничего, быстро привык. Сейчас уже как свой, почти. Взяли маленький тазик. Но здесь имеет смысл брать маленький тазик, потому что дороги очень узкие, местами отсутствует разметка, и мы радуемся, где нет обрывов, есть разметка. Ну, на самом деле, на нем удобно, жрать немного. Сколько мы здесь уже 10 дней? Потратили 60 евро. Да, где-то 60 евро потратили на бензин. Ну, прилично уже намотали. В общем, рекомендуем вам взять маленький тазик. Про дороги. Есть здесь одна звездная дорожная достопримечательность. Это Великая Ocean Road, длиной аж 40 километров. И если вы, как и мы со Стасом, любители красивых панорамных, духозахватывающих видов, то вам сюда. Здесь нам, кстати, со Стасом все-таки повезло с погодой, и мы застали один незабываемый для нас закат. Проходит Ocean Road, или по-простому трасса B9, по знакам для острова достопримечательностью. Бель-Омбре — это гольф-резорты, которые вы видите сейчас на экране, Макондо Вьюпойнт, где меня сносило ветром, или Морне — тот самый роскошный пляж, прям как из рекламы Баунти.
Кстати, про Лимон. Туда мы с вами сейчас и переместимся. Стас, ты готов увидеть красоту? Ты уже видел. Это я здесь не видела, я еще тут не была. Вот я уже вижу признаки черепах. Мне кажется, они просто... А возможно, там черепахи. Ну что, покажем? Ребята, вот так выглядит рай. Ну, все так говорят. Сейчас проверим. Инспекцию. А черепашку, кстати, можно увидеть, они уже всплывают. Сейчас жарят, тут нормально. В этот день кому-то в нашей семье повезло чуть больше. И этот кто-то был, конечно, Стас. Этими кадрами с этой миролюбивой, щиплющей траву черепахой мы с вами, ребятушки, обязаны именно ему. Вода холодная, ни хрена не видно. Рыб нет. Рыб нет. Черепаха не кинула, не приплыла. Вокруг одни морские ежи. А чтобы увидеть хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь красоту, нужна лодка. Да, это надо выплывать куда-то, рядом с берегом ничего нет. То есть нужно обязательно какую-то яхту брать в аренду или прочее, чтобы хоть что-то увидеть. В целом это все, что мы нашли в здешних водах, поэтому если хотите что-то увидеть, берите лодку. Именно так мы в итоге и сделали. Поскольку черепаха меня все-таки кинула, мы решили дать себе второй шанс и поехать в парочку редчайших здешних мест. Начнем мы с вами, ребятушки, с Софии Natural Walk. За 2 недели здесь мы несколько раз испытали культурный шок, близко познакомились с местной животной растительной редкостью. Некоторые виды птиц и животных растений обитают только здесь. Их, кстати, называют эндемиками, я думаю, вы знаете этот термин. А это большой масковый ткач, такая желтенькая птичка. Это птица открытия для меня и Стаса, и сейчас вы поймете почему. Обитает животина только здесь, в Африке, и в некоторых странах Южной Америки. Звуки этой птицы такие яркие, что их вообще невозможно ни с чем спутать. Но самые необычные – это дом, который вьют для себя эти птицы. Похоже это гнездышко на фешенебельную однокомнатную европейскую квартиру. Кстати, с личным входным влетом и вылетом. И каким видом на океан, тоже, кстати, личным. В общем, птицам здесь и правда рай. И если вы из подразделения Wild Photographer увлекаетесь таким или собираетесь, вам здесь тоже будет как в раю. Мы со Стасом прилетели с объективом в 40 мм. Наш пистон, к сожалению, не дотянул, поэтому показываем вам как есть. И тихонечко вздыхаем за кадром. Самая большая любовь у нас случилась вот с этим персонажем. Это Бюльбюль. Краснощекий, настоящий. Поет он так же звездно, как и выглядит. Его прическа однозначно в топе среди всех местных певучих. Если вы стилист-парикмахер, то вот, вдохновляйтесь, рекомендую. Однозначно пахнет новым трендом. Назовем его с вами «Осень-зима 2024». В заключение про певучих. Пока вы пьете свой чаек с сахаром, скорее всего привезенным отсюда, расскажу вам одну ротооткрывающую историю. И будет она про птицу, да, тоже про птицу, которую знаете вы все. Это птица Додо. Да, это тоже настоящая птица, такая же настоящая, как всеми любимый нами теперь Бюльбюль и как подводный водопад Лимонный Брабант. С этой птицей мы познакомились сразу, как только пересекли границу и получили свои новые штампы в паспорт. Дело в том, что Додо, или маврикийский дронт, это вымершая птица. Ее истребили здесь еще европейские колонизаторы, потому что она не умела летать, как орел, или быстро бегать, как страус. Это сделало ее, к сожалению, легкой добычей. Поэтому ей была дана такая кличка – Додо, или в переводе с португальского «дурак», «глупый». Сегодня эта птица украшает национальный герб страны и паспорта туристов, наши со Стасом в том числе. И ваши, если вы сюда все-таки надумаете прилететь.
Дикая природа, уникальная, неповторимая – это первое, что приходит на ум, когда вспоминаешь слово «Маврикий». Что мы здесь видели из растительного мира – это гигантские баньяновые рощи. Про баньян стоит рассказать отдельно. Это дерево имеет тонкий ствол и тонкие ветки, но это сначала, потому что когда дерево вырастает, от корней появляются новые стволы. Вы когда-нибудь видели дерево с десятками стволов? Я ни разу. Но это еще не все. Особенное это дерево еще и тем, что ветки дерева пускают вниз длинные до земли корни и врастают так, что они тоже становятся стволами. В общем, алхимия по-маврикийски. И пока вы все вместе со мной открываете от восторга рот, я все-таки на это надеюсь, я добавлю вам в копилку впечатлений еще одно, самое-самое из интересных здешних мест. Для этого вернемся к кинувшей меня черепахе, свидание с которой числилось в списках моих мечт аж в топ-10. И для этой священной мечтоисполнятельной миссии мы с вами, ребятушки, прямо сейчас отправимся в природный парк с изысканным французским именем Ла Ваниле. Этот парк – дом для самых редких, самых старых и невероятно милых жителей Маврикии. Здесь обитает более 300 сейшельских черепах, настолько крупных, что их сородичи в Сейшелах им бы позавидовали. Тут у нас со Стасом случился конфуз. На камере навернулся звук, поэтому сори. Кадры, где я активно вещаю, стараюсь изо всех сил, мне пришлось озвучивать так. Ну да ладно, главное, чтобы с вами сохранили вот это видео, а историю я вам сейчас расскажу. В эфире рубрика «Блогеры в дикой природе». И ее ведущие Стас и Дарина Дроздовы. Приготовьтесь. Колония сейшельских черепах здесь включает в себя и гигантов, и совсем моллюсков. Короче, чтобы подкатить к этим важным дамам поближе, нужно что? Правильно, цветы. За 75 местных маврикийских рупий, это примерно 1,5 евро по-нашему, можно купить ветвь любимых черепашьих цветов, то бишь романтический букет, ну вы поняли. Видимо, туристы заходят к ним настолько часто, что черепахи сознанием дела медленно, но верно ползут туда, где на горизонте показывается тот самый зеленый букет. Первые прикосновения к альдабре, так ее здесь правильно называют, то есть к нашей черепашке, ни с чем не спутаешь. И, наверное, будешь помнить всю жизнь. Я старалась как могла прикасаться к ней мягко, с уважением и с соблюдением ее черепашьих личных границ. На ощупь панцирь сейшельской черепахи похож на старое, необработанное дерево, а кожа шеи на потрепанный мягкий дермантиновый диван. Эту, кстати, аналогию придумал Стас, пока я ушла налаживать контакт с нашими новыми друзьями. Из интересного, эти рептилии появились на Земле аж 250 миллионов лет назад. И это самая крупная наземная черепаха. Она может вырастать до 1,5 метра в длину и весить более 400 килограмм. Но это еще не все. Вы же помните про самые-самые? Сейчас я тут опять включу Дарину Дроздову. Эти черепахи самые долгоживущие наземные животные на планете. Они могут жить более 200 лет. Да, ребятушки, самые старые черепахи было аж 255 лет. Едят они листья и траву. И если вы ищете вдруг секрет долгожития, то вот он, на заметку. И если черепахами я вас еще недостаточно сильно удивила, и ваш внутренний градусник где-то посередине вы думаете, ну и мы не такое видели, то самое время познакомить вас с шамарелем и бумажными деревьями из Александра Фоллс. Да, ребятушки, вам не послышалось. Бумажными деревьями или папирусовым лесом, которые тоже растут здесь, на Маврикии. Такое название деревьям дали местные, потому что именно эти деревья использовались ими вместо бумаги. На ощупь кора их и правда похожа на мягкий спрессованный картон. Я с таким сталкиваюсь впервые. Маврикий вообще очень про то, что все здесь происходит впервые. Виды здесь, правда, космические, и нам очень хотелось вам их показать. Но волшебные эти картинки мы смогли снять только со второй попытки, потому что наша техника отказывалась здесь работать. Но мы все-таки выкрутились, скачав другое приложение на другой телефон, и из-за этого вечером остались без навигации и, естественно, заблудились. Всю поездку мы со Стасом катались в основном по бюджетным развлечениям, и под конец нашего трипа решили себя удивить и побаловать. Если здесь чему тут удивляться, скоро увидите.
Нашли мы на острове одно старое и загадочное место, которое считается главной достопримечательностью Маврикии. Да, еще одной главной достопримечательностью Маврикии. Первый раз у нас попасть сюда не получилось, как обычно. Дорога была перекрыта, и нам пришлось делать большущий крюк. Второй раз мы приехали, когда все уже было закрыто. А вот третий стал почти джекпотным для нас. Давайте знакомиться, ребята. Это Шамарель. Шамарель — это, ребята, национальный парк, в котором якобы есть дюны из 7 песков, которые никогда не перемешиваются между собой. Обычные пески мы со Стасом видели, скорее всего, вы тоже. Я имею в виду пустыню. А вот семицветные нет. Вокруг чего тут все-таки столько хайпа? Ребят, придется крутить фотошопом и колор-грейдингом По полной программе. по полной программе, потому что как это показать, я не знаю. Вот, ну, честно, как это можно вам показать, чтобы вы прям... Что там есть? Ага. Мороженое продают. Ну, в общем, здесь есть что-то интересное. Пока не то, зачем мы сюда приперлись. Пока самое крутое, это здесь вот эти вот шатры и местные розовые голуби, которые... Ну, тут, кстати, симпатично. Ну чё, мы приехали? Зацените. Если лично вы вдруг увлекаетесь геологией, то, скорее всего, восхититесь тем, что я сейчас вам расскажу. А для тех, кто вообще не въезжает в сложные термины, перемотайте вот это кино секунд на 5-10 вперед. Из истории сия места. Из-за движения тектонических плит и извержения вулкана здесь на свет появились породы с высоким содержанием металлов, железа и алюминия. Если коротко, оксид железа дает пескам оттенки от коричневого до красного, а оксид алюминия от синего до фиолетового. Фиолетовый, кстати, один из моих любимых цветов. Почему они не перемешиваются, и мы видим их все и сразу? Тут к истории и географии добавляем физику. Как у вас там с физикой? Ладно, расскажу. Частицы железа и алюминия отталкиваются друг от друга, как плюс и минус от магнита. Вот и все. И если вы, как и я, не особо поняли, о чем я тут вещала, последние секунд 20 предлагаю просто насладиться все теми же местными ротооткрывательными видами. И они тут есть. Правда, в изобилии. Вот здесь чувствуется немножко африканский колорит. Что-то такое красноватое. Мадагаскар напоминает. Я не была на Мадагаскаре, но кто знает. Стас, мне кажется, здесь камера ничего не сможет снять, реально? Здесь работает только для тех, кто может летать. Для птичек. Сейчас достанем свою лаки-птичку и будем с нее смотреть, что у нас там получится. Потому что, конечно же, хочется подойти туда ближе, но я не знаю, как вот в таком обрыве что-то можно здесь сделать. Ты меня снимаешь, как я разговариваю сама с собой? Короче, меня и там, и тут показывают, как в Простоквашино, нашу маму, и тут, и там показывают. А еще это сама дорога. И сюда, и особенно отсюда. Здесь действительно пахнет Африкой. Просто посмотрите на эти джунгли и леса. Они правда стоят того, чтобы их увидеть. Хотя бы однажды. Но все-таки самое драгоценное, что с нами тут со Стасом случилось, и ради чего мы ехали сюда за 3-9 земель, это океан. И чтобы понять, увидеть во всей красе его величия и мощь, мы хотим показать вам это. Последний клочок земли на пути к Антарктиде. Это место аномалия, потому что здесь прерывается коралловый риф. Сложно подобрать слова, когда видишь впервые мыс Гри-Гри, потому что место это не проговорить, а прочувствовать. Чувствовать силу природы, силу ветра, волн, силу земли. Для меня это место, этот край земли оказался самым знаковым
во всем этом путешествии. Ведь именно здесь исполнилась та самая моя заветная мечта. Я хочу оставить вас здесь, чтобы свои слова и чувства вы подобрали сами. Ну что, ребятушки, я сижу перед камерой, это значит, что пришло время делиться своими впечатлениями по стране, рассказывать, может быть, давать рекомендации, давать все секреты, пароли и явки. И сегодня я хочу начать с того, что Маврикий для меня было таким путешествием неожиданным, когда ты приезжаешь с ожиданиями об одном, а уезжаешь с совсем другим экспириенсом, с другим опытом, с другими ощущениями, которые очень сложно передать через любую видеокамеру, через любую фотокамеру. Сложно это все описать. Я хочу, наверное, поделиться своим инсайтом, то, что я для себя здесь открыла, и что для меня здесь было самое ценное, и то, что я уже успела прочувствовать здесь. Это про то, что очень часто, даже если ты ожидаешь чего-то одного, стоит идти до конца, чтобы открыть свое. Вот, например, когда я ехала сюда, я думала, что Маврикий — это вот что-то вот одно вот такое, да, что Африка — это там, у меня какой-то набор был ощущений, впечатлений. Я судила по телеканалам, по YouTube-видео, по каким-то рилсам, по Инстаграму, и потом я поняла, когда оказалась здесь, что это совсем не тот Маврикий, не мой Маврикий и не та моя Африка, которую я вижу своими глазами. Я рада, что мы со Стасом приехали сюда, чтобы прожить этот опыт такой, какой он есть, настоящий, то есть не туристический. И вот говорят, что есть туристы, а есть путешественники. То вот мы, наверное, со Стасом больше про путешественников. То есть это люди, которые исследуют, как будто бы заново открывают весь тот мир, всю ту страну, в которую они едут. Мы не жили практически так, как живут туристы. То есть мы не сидели на пакетных турах, мы не ездили туристическими автобусами, мы все делали своим ходом. С самого начала и до конца все бронировали сами. И, возможно, в этом есть какая-то прелесть, потому что так мы смогли погрузиться в саму страну, в ее атмосферу, увидеть вещи, какие-то столкнуться с неожиданностями. И когда мы с этими неожиданностями сталкивались и их как-то преодолевали или учились с этим взаимодействовать, мы, по сути, узнавали страну. И для меня здесь было ценно много всего. Конечно, в первую очередь, это природа. И мне не хочется давать вам никакие рекомендации, посещайте это место или то место, потому что вы, кто смотрит это видео, приедете и откроете что-то свое. И у вас будут свои какие-то точки, поинты, какие-то воспоминания, которые вы увезете с собой. Наверное, мне хочется передать вам, чтобы вы дали шанс. Шанс новому себе, новому миру, своим мечтам прийти к вам и исполниться. Потому что изначально эта поездка случилась у нас со Стасом, потому что это была моя мечта. И все, что здесь есть, элементы какие-то, природа, красивые виды и вот этот весь путь, как я сюда шла, это все было про мечту. И вначале у меня был шок. То есть оно было вообще не так, как я планировала, не так, как я хотела, не так, как я там визуализировала или себе в голове представляла. В итоге оно совсем по-другому вышло. Но от этого вот то, что вышло по-другому, оно не было и не стало менее ценным, наоборот. И, наверное, только сейчас, сидя здесь, когда уже пришло время сказать пока, прощай этому месту и ехать дальше, мне немножко грустно. Если честно, мне немножко грустно. Потому что я здесь очень много всего обнаружила для себя, открыла. Я думаю, каждый из вас, кто путешествует, знает это чувство, когда ты увозишь. У всех, конечно, по-разному, да, кто-то, наоборот, оставляет что-то. Но со мной это так, что я увожу отсюда, наверное, новую себя. И именно поэтому путешествовать стоит того. Потому что так можно открыть новую грань себя,
И я, конечно, очень благодарна этому месту за все, что мы здесь нашли, и я, и мой муж Стас, и за все те красоты, которые оно подарило нам. И вчерашний вечер особенно, когда я стояла и смотрела на океан, и эти кадры вы уже видели. Я думала, что все, просто я сейчас разревусь, потому что это очень красиво. И в местах, которые с виду, кажется, может быть, не сильно дружелюбными или не очень красивыми, а местами грязноватыми или шоковыми. Порой можно найти вещи, которые переворачивают мир с ног на голову и тем самым открывают еще больше красоты. Для меня путешествие — это про красоту. И я надеюсь, что в этом видео мы смогли передать вам всю красоту этого места, саму жизнь, настоящесть этого места. Не картинки, вылизанные с открыток, а жизнь такой, какая она есть. Я буду рада, если вы поделитесь в комментариях своими впечатлениями, как вам наше видео. Если у вас есть какие-то вопросы к нам, вы тоже можете их задать в комментариях. И до новых встреч в новых путешествиях. Вот каждую ночь у нас такая история. Я сейчас обосрусь, я не буду. Вот видишь, вот на подшторе сидит, носик кажет. И надо ее сейчас на улицу вынуть. Либо держи штору, либо Я буду держать штору. держи штору. Держу. Сейчас. Стоп. Стоп. Теперь сейчас, короче, найди ты здесь. Нет, ты не подвесь. Все. Есть.